Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 150 неочевидных фактов, в которые сложно поверить с первого раза. Из этого видео вы узнаете следующее. Каким образом коровы могут сообщать друг другу о своем самочувствии? Какую музыку не стоит слушать за рулем? Благодаря какому простому действию коровы будут давать дополнительные 258 литров молока в год? Зачем люди раньше запирали чай в коробке с замками? Почему вегетарианцам нельзя есть мармелад и зефир? Почему пуговицы на женских рубашках находятся с левой стороны? Почему петухи не глохнут от собственных песен? Чем пахнет космос и как космонавтам удается его понюхать? Что случилось, когда профессор из США Рэнди Льюис ввел козе ген паука? Как в Калифорнии извлекают электричество из снега? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. Человек всегда стремится к расширению своих знаний и познанию мира вокруг себя. Мир наш настолько удивительный и необычный, что порой кажется, что мы знаем о нем уже все. Однако даже самые искушенные и образованные люди могут узнать что-то новое. В этом видео мы расскажем вам 150 неочевидных фактов, в которые сложно поверить с первого раза. 1. Коровы могут сообщать друг другу о своем самочувствии. Ученые из Сиднея изучали стадо коров в течение 5 месяцев и пришли к выводу о том, что эти животные, посредством изменения высоты своего голоса, способны сообщать сородичам о своих чувствах. Исследователи уверены, что эти знания помогут фермерам определять эмоциональное состояние животных и улучшать его. 2. Чтобы узнать, как ходили динозавры, ученые надевают на куриц накладные хвосты. Тираннозавр Рекс – один из самых известных динозавров, но ученые до сих пор не понимают, как этот гигант ходил. Как известно, курицы произошли от динозавров, поэтому было решено поэкспериментировать, создать хвосты, максимально приближенные к этой части тела динозавров, и наложить их на птиц. 3. Самое большое в мире количество детей, рожденных одной женщиной, 69. По официальным данным, рекорд по количеству детей, рожденных одной матерью, принадлежит жене русского крестьянина Федора Васильева. В период с 1725 по 1765 год она 16 раз произвела на свет двоен, 7 раз троен и 4 раза по 4 близнеца. Из них лишь 2 умерли в младенческом возрасте. 4. В Ватикане на 1 квадратный километр приходится 2 папы римских. Площадь Ватикана 0,49 квадратного километра, что делает его самым маленьким государством в мире. 5. В некоторых районах Китая полиция заменила сторожевых псов гусями. Гуси обладают прекрасным слухом, замечательным зрением, они агрессивно и громко подают голос. По всем этим причинам, некоторые полицейские участки в сельской местности провинции Синьцзян по ночам охраняются гусями. 6. Киты способны загореть. Британские ученые выяснили, что кожа китов под воздействием ультрафиолета темнеет. Более всего подвержены загару синие киты, так как у них светлая кожа. Менее всего заметен загар у кашалотов и финвалов. У некоторых млекопитающих даже обнаруживали солнечные ожоги. 7. Женщины продуктивны при более высоких температурах. Мужчины же наоборот. Исследование, в ходе которого ученые пришли к такому выводу,
проводилась на 543 студентах. Им предложили выполнить 3 задания при различных температурах. Оказалось, что женщины менее продуктивны при пониженных температурах ниже 20 градусов Цельсия и более работоспособны в диапазоне от 20 до 30 градусов Цельсия. У мужчин же вышло все наоборот. 8. Приветственная музыка на Windows 95 была сочинена на Mac Брайаном Ино. Когда Windows 95 только разрабатывалась, программисты предложили легендарному Брайану Ино написать мелодию, которая бы звучала при загрузке операционной системы. Музыкант известен как автор довольно-таки продолжительных композиций, однако тут требовалось сочинить что-то покороче. Как признавался он сам, этот звук он написал на Apple Macintosh. «Я никогда не пользовался PC. Не люблю их». 9. До 1977 года туристы могли забираться на Стоунхендж. Доисторический памятник Стоунхендж в Великобритании внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Когда этот объект открылся для посетителей, людям разрешалось ходить среди камней и даже вскарабкиваться на них. Однако в 1977 году было издано положение, в котором четко сказано, что туристы могут лишь ходить вокруг памятника. 10. Вам придется щелкнуть мышью 10 миллионов раз, чтобы сжечь 1 калорию. Однажды к профессору Луизианского университета Рету Алейну подошла дочь и заявила: «Папа, а ты знаешь, что, кликая 1 раз мышкой, ты сжигаешь 1 калорию?» Ученый скептически отнесся к заявлению дочери и провел собственное исследование, в ходе которого и выяснил, что 1 калорию можно сжечь, лишь 10 миллионов раз щелкнув кнопкой мыши. 11. Одним из первых продуктов Samsung была сушеная рыба. Южнокорейская компания Samsung была основана в 1938 году. Однако изначально она специализировалась на экспорте продуктов питания. В частности, осуществляла поставки сушеной рыбы и муки в Китай, позже начала заниматься продажей текстиля и страхованием жизни. Ну а в 1969 под брендом Samsung начали выпускаться телевизоры. 12. Леонардо да Винчи мог одновременно писать одной рукой и рисовать другой. Леонардо да Винчи был одним из знаменитых амбидекстров, то есть он одинаково хорошо владел обеими руками. К такому выводу пришли специалисты из Флорентийского института реставрации при галерее Уффици. Они проанализировали один из пейзажей великого мастера, на котором обнаружили 2 надписи, сделанные на обратной и лицевой сторонах рисунка. Выяснилось, что одна из них была сделана правой, другая левой рукой мастера. 13. Банка Coca-Cola Zero держится в воде на плаву, тогда как банка с обычной Coca-Cola тонет. Причина кроется в различной концентрации сахара. В банке с классической Coca-Cola его 39 грамм, в диетической менее грамма. Эти напитки имеют разную плотность, обычная кола плотнее воды, поэтому она и тонет, нулевая менее плотна, поэтому и держится на плаву. 14. Ваш смартфон мощнее, чем компьютер космического корабля. Компьютеры космических кораблей имеют память от 400 килобайт до 1 мегабайта, в то время как память смартфонов последних моделей от 4 до 10 гигабайт, то есть в 10 тысяч раз больше. 15. Самая старая известная нам клиентская жалоба была написана на глиняной табличке 4000 лет назад в Месопотамии. Не так давно историки нашли клиентскую жалобу, которой почти 4000 лет. Она была обнаружена на территории месопотамского города Ур. В ней некий Нани жалуется на поставщика меди Насера. В числе его претензий были следующие: товар плохого качества, поздняя доставка и грубость с работниками Нани, которые забирали заказ. 16. Начинающие водители совершают больше ошибок во время движения при прослушивании любимой песни, чем при езде под незнакомую музыку. В ходе эксперимента 85 начинающих водителей слушали: 1. Свою любимую музыку. 2. Композиции, выбранные исследователями. 3. Ничего не слушали. Выяснилось, что больше всего ошибок на дороге
сделали водители со знакомой музыкой, меньше всего оплошностей оказалось на счету тех, кто слушал сформированный исследователями список. Поездка в тишине пришлась примерно посередине. 17. Ученые нашли доказательства существования ресторанов с едой на вынос в останках Помпей. Такие заведения назывались термополией. Только в Помпеях таких трактиров было около 80. Там подавались напитки и горячие блюда. 18. Наши глаза закрыты примерно 10% времени бодрствования. Мы моргаем от 15 до 20 раз в минуту, намного больше, чем нужно для увлажнения глаз. Так почему же мы так часто закрываем глаза? Ученые из Осакского университета в Японии выяснили, что мы делаем это для того, чтобы наш мозг не перегружался. Ведь когда мы закрываем глаза, мозг автоматически переходит в бездействующее состояние. 19. Кетчуп продавался как лекарство от расстройств пищеварения в 1830-х годах. Прародиной кетчупа считается Китай. Тогда он представлял собой соус из маринованной рыбы или моллюсков. В 1817 году его стали делать из томатов. Врач из Огайо Джон Кук Беннет утверждал, что кетчуп – отличное средство для решения проблем с пищеварением, и этот продукт начал массово продаваться в аптеках. 20. Вы скорее вспомните то, что написали синими чернилами, чем то, что написали черными. Эксперимент, в ходе которого участникам предлагалось вспомнить слова, написанные разными цветами, привел к выводу, что слова, зафиксированные синими чернилами, запоминаются немного лучше, чем написанные черными. А если вы наверняка хотите что-то запомнить, то пишите красной ручкой. 21. Банан – это ягода. Согласно ботанике, ягода – это плод, произрастающий из одного цветка, в котором наружный слой стенки завязи развивается в мясистую съедобную часть. Так вот, в соответствии с этим определением к ягоде можно причислить помидоры, огурцы, баклажаны и бананы. 22. 3:44 – это самое распространенное время, когда многие люди просыпаются каждую ночь. Исследование, в ходе которого специалисты пришли к такому выводу, проводилось на 3000 британцев. Чаще всего они просыпались среди ночи, когда часы показывали 3:44. Половина из тех, чей сон был прерван в это время, признавались, что чувствовали усталость в течение всего дня, а каждый пятый даже дремал днем. 23. Мужчины, чей возраст заканчивается на 9, более всего склонны к изменам. В ходе исследования было проанализировано 8 миллионов пользователей сайта знакомств, который нацелен на мужчин, ищущих внебрачные связи. Среди них возраст более 950 тысяч человек заканчивался на цифру 9, этот показатель на 18% превышал остальные. 24. Селфи убивают больше людей, чем акулы. В сентябре 2015 года 66-летний турист упал с лестницы во время попытки сделать селфи у Тадж-Махала и погиб. Этот трагический случай стал 12-м летальным исходом из-за селфи за год, в то время как акулы стали причиной смерти лишь 8 человек. 25. На шкале времени тираннозавры ближе к человеку, чем к стегозаврам. Стегозавры и их сородичи, аллозавры, апатозавры и другие, жили примерно 155-145 миллионов лет назад, а тираннозавры существовали лишь около 67 миллионов лет назад. Получается, примерно 83 миллиона лет отделили стегозавров от тираннозавров. А текущая эра геологической истории Земли Кайнозойская, которая продолжается до сих пор, началась 66 миллионов лет назад и ознаменовалась появлением человека разумного. 26. Сейчас самолеты летают медленнее, чем в прошлом. Сегодня беспосадочный рейс из Нью-Йорка в Хьюстон занимает 4 часа. В 1973 году такой же рейс выполнялся бы за без малого 3 часа. Дело в том, что за эти годы цена на топливо существенно выросла, и авиакомпании поняли, что могут сэкономить миллионы фунтов в год, просто летая медленнее возможного. 27.
Уборка дома также вредна для здоровья, как и курение пачки сигарет. Вдыхание химикатов, содержащихся в чистящих средствах, повышает риск развития астмы до 43%. Химические вещества раздражают слизистую оболочку дыхательных путей и могут привести к долгосрочным изменениям в их работе. 28. Существует так много сортов яблок, что если съедать по одному в день, то ушло бы 20 лет на то, чтобы перепробовать все. В мире существует более 7500 известных сортов яблок, а 20 лет – это 7300 дней. Так что вам понадобится даже больше 20 лет, чтобы попробовать каждый сорт. 29. Бокалы для вина в 7 раз больше, чем они были в прошлом. В начале 18 века кубок вина мог вместить всего 66 мл напитка, а сегодня нередко пьют из бокалов, которые вмещают пол-литра. Так что за последние 300 лет они увеличились в размерах в 7 раз, причем самые значительные изменения произошли за последние 20 лет, когда выросло потребление вина. 30. Стив Джобс выбрал название Apple, чтобы оно шло перед Atari в телефонном справочнике. Существует несколько легенд о том, как было придумано название Apple. Правдоподобнее всего звучит рассказ о том, как Стив Джобс и Стив Возняк ехали в машине, и Джобс сказал: «Я придумал имя Apple Computer». Мужчины продолжили перебирать варианты, но другие идеи не появлялись. Позже Джобс расскажет: «Я держал в уме, что работал на Atari, и название Apple позволяло нам опередить Atari в телефонной книге». 31. Коровы, которых называют по кличке, дают на 258 литров молока в год больше, чем те, которых никак не зовут. Исследование ученых предлагает фермерам мягкий способ добиться от буренки больше молока. Нужно просто относиться к ней с участием, гладить и чаще повторять ее кличку. Исследователи считают, что корова, которую величают по имени, чувствует себя более расслабленно, в то время как гормоны стресса понижают выработку молока. 32. Один карандаш может нарисовать линию длиной 56 километров. Среднестатистических размеров карандашом можно нарисовать линию длиной 35 миль, это чуть больше 56 километров, или написать 45 тысяч слов. 33. 2500 лет назад в Китае ходили деньги в виде ножей. Такие бронзовые ножи были товаром, выполняющим функцию денег, на территории Китая между 600 и 200 годами до нашей эры, во времена династии Чжоу. 34. Благодаря плоскому экрану и высокому разрешению, собаки могут смотреть ТВ так же, как люди. Изображение на стандартном ТВ-экране обновляется 60 раз в секунду. Для человеческого глаза мелькание со скоростью более 50 Гц воспринимается как непрерывное движение. А собаки могут различать мелькание на частоте 75 Гц, ведь их глаза предназначены для реагирования на движение. Поэтому картинка на экране, скорее всего, для них просто мелькает. Такое изображение животным кажется нереалистичным, а значит, и не занимает их ум. Но современные технологии теперь предлагают телевизоры с высоким разрешением. Такие кадры уже не кажутся песикам излишне мельтешащими и нереалистичными, и этим заинтересовывают наших питомцев. Еще одна причина, по которой собаки не смотрят даже современные телевизоры – экран находится на уровне человеческих глаз. Если поставить его на пол, скорее всего, пес с интересом будет наблюдать за происходящим по ТВ. 35. Древние египтяне играли в боулинг 5000 лет назад. Боулинг был популярен в Древнем Египте еще 5000 лет назад. Египтяне играли в него в большом зале, по 2 человека одновременно, каждый находился на конце 4-метровой дорожки. Один человек бросал большой мяч, а другой малый. 36. Лишь 6 современных стран никогда не были колонизированы Европой. Почти каждый уголок земного шара был колонизирован в период примерно с начала XVI века по 1960 год. Некоторые находились под протекторатом или мандатом, другие попадали в сферы влияния.
и только 6 современных стран полностью избежали европейского колониализма: Южная и Северная Корея, Япония, Таиланд и Либерия, и, конечно, Россия. 37. Кролики могут чувствовать запах своих убитых сородичей в фекалиях хищников. Европейские кролики являются добычей для 30 различных видов хищников, поэтому неудивительно, что они выработали множество адаптаций для выживания. Новые данные ученых подтвердили, что кролики могут распознавать запах своих сородичей в кале хорьков. Это дает им возможность вовремя избежать мест обитания хищников. 38. Всей нутелла, которая продается в мире за год, можно покрыть более 1000 футбольных полей. Нутелла впервые была изготовлена в 1940 году и так полюбилась детям и взрослым, что они и по сей день поглощают это лакомство в огромных количествах. И если каждую купленную за год банку ореховой пасты нанести на тосты, то ими можно будет покрыть более 1000 футбольных полей. 39. Чайная ложка меда – это результат работы всей жизни 12 пчел. За всю свою жизнь живут пчелы по 4-5 месяцев, одна средняя пчела вырабатывает всего 1/12 часть чайной ложки меда. Так что над ложкой сладкого продукта, которую вы утром положили в чай, всю жизнь трудилось 12 пчел. 40. Большинство людей слышит разницу между горячей и холодной водой, когда она льется. 96% людей могут различить горячее и холодное по звуку. К такому выводу в ходе эксперимента пришла компания, специализирующаяся на звуковом дизайне, Condiment Junkie. А вы можете различить на слух, горячая ли вода льется или холодная. 41. Внутри нас содержится 0,2 мг золота. Человек весом 70 кг содержит в себе 0,2 мг золота. Объем золота в очищенном виде будет равен 10 нанолитрам. Если сформировать из него куб, то каждая его сторона равнялась бы 0,22 мм. 42. Золото съедобно. Еда может стоить баснословно дорого. Например, в Нью-Йорке можно отведать бургер за $666 с лобстерами, трюфелями и сусальным золотом. Вы можете съесть порцию 24-каратного, то есть чистого золота, и не заболеть. Чистое золото проходит через пищеварительную систему человека, не всасываясь. Так что богачам опасаться нечего. 43. Фламинго могут пить закипающую воду. Эти птицы могут пить воду температуры, близкой к точке кипения. Дело в том, что большинство озер, где живут фламинго, имеет очень высокую концентрацию соли. И единственным источником пресной воды оказываются кипящие гейзеры. 44. Быть плохим водителем частично генетическая черта. Небольшое исследование показало, что неспособность к вождению может передаваться по наследству. В эксперименте приняло участие 29 человек, 22 без так называемого гена вождения и 7 с ним. Участники с этим геном показали на 20% худшие результаты в симуляционном тесте и других испытаниях, чем остальные члены группы. 45. Люди, жившие в Средневековье, не были такими уж вонючими. Что приходит на ум, когда мы думаем о средневековом периоде? Люди, закованные в позорных столбах. Рыцари. Вонючие крестьяне, покрытые навозом. Что ж, вопреки распространенному мнению, средневековые люди не пахли так зловонно, как принято думать. На самом деле средневековые европейцы очень серьезно относились к гигиене. У них было много бань, специально предназначенных для мытья. В средневековые времена не всегда было легко поддерживать чистоту, но они придавали этому большое значение. К слову, в России с чистотой ситуация была на порядок лучше. 46. Раньше люди запирали чай. Сегодня многие любят чай, но то, на что шли во времена георгианской эпохи, было немного сумасшедшим. В то время чай импортировали из Китая, и поэтому он был очень дорогой, и позволить себе его могли только богатые. На самом деле это было настолько дорого, что были сделаны специальные коробки для чая с замками,
чтобы никто не мог его украсть. Его всегда хранили там, где его могла видеть хозяйка дома, поэтому и чай в те времена заваривали только по особым случаям. 47. В Британии однажды запретили Рождество. Между 1644 и 1660 годами лорд-протектор Оливер Кромвель запретил празднование Рождества. Кромвель был пуританином, своего рода очень строгим христианином, который считал, что такие забавные вещи, как танцы и музыка, греховные и огорчают Бога. Неудивительно, что этот указ огорчил граждан, из-за чего даже начались беспорядки. Англичанам это, конечно, не понравилось, но шотландцы не особо расстроились. В Шотландии не было празднования Рождества с 1640 года до 1958. По крайней мере, Рождество в то время не считалось государственным праздником. 48. В туалете умерло более одного английского короля. Можете ли вы придумать более неловкую смерть? Первым английским королем, почившим в туалете в 1016 году, был король Эдмунд II, который пошел в туалет, также известный как гигантская дыра в земле, когда он был смертельно ранен викингом, прятавшимся внизу. В 1216 году, ровно 200 лет спустя, король Иоанн умер в своем туалете от дизентерии, съев слишком много персиков. Затем, в 1760 году, король Георг II тоже отправился на тот свет, находясь на фарфоровом троне. А король Генрих I умер в 1135 году, предположительно отравившись миногами, разновидность речного угря. 49. Однажды Папа Римский объявил войну кошкам. Возможно, вы не кошатник, но точно не сможете ненавидеть этих животных так сильно, как Папа Григорий IX. Между 1233 и 1234 годами Григорий, который как лидер католической церкви обладал огромной властью, постановил, что кошки являются посланниками сатаны и должны быть уничтожены. Это привело к массовому убийству бедных котиков, что в свою очередь, вероятно, привело к вспышке чумы из-за того, что не стало кошек, которые могли бы уничтожать крыс. Хорошая работа, Григорий. 50. А римский император объявил войну богу моря. Согласно легенде, император Калигула, который был известен своей вспыльчивостью, возвращался домой после неудавшегося вторжения в Британию и отчаянно хотел начать войну хоть с чем-то. Ему было стыдно возвращаться домой с пустыми руками. Что ж, Калигула решил объявить войну ближайшему существу, которое смог найти, Нептуну, богу моря. Он приказал своим людям бросать копья в воду и собрать морские ракушки в качестве трофеев. Историки не уверены на 100%, правдива ли эта история, но тот факт, что люди верили в нее, показывает, каким чудаком был Калигула. 51. Салат «Цезарь» не имеет отношения к римскому императору. Салат «Цезарь» не был назван в честь римского императора. Он был назван в честь своего изобретателя, ресторатора Цезаря Кардини. Он был итальянцем, переехавшим в США, который открывал рестораны в Мексике и Америке. По словам его дочери, салат был изобретен в его ресторане в Тихуане. Он стал очень популярен среди голливудских знаменитостей в 30-х и 40-х годах, так что если бы Цезарь был еще жив, то, вероятно, этот салат ему бы тоже понравился. 52. Тадж-Махал когда-то был замаскирован под бамбуковый склад. Тадж-Махал – одно из самых красивых зданий Индии. Во время Второй мировой войны Индия хотела уберечь его от бомбардировок, поэтому величественный мавзолей-мечеть покрыли бамбуком. Они замаскировали его под бамбуковый склад в надежде, что вражеские бомбардировщики не поймут, что это было на самом деле. Это сработало, и Тадж-Махал остался неповрежденным. 53. В викторианской Британии вы могли бы устроиться на работу сборщиком фекалий. Одна из вакансий, доступных бедным викторианским жителям, заключалась в том, чтобы собирать ночное золото. Что же это такое? Ничто иное, как фекалии. До того, как у людей не появилась канализации, фекалии накапливались в выгребной яме под туалетом до тех пор, пока так называемый гонг-фермер не придет со своей тележкой, чтобы забрать их.
Гонг-фермерам разрешалось работать только по ночам, и собранные ими отходы должны были быть отправлены за черту города. 54. Сталин любил вестерны. Имя Иосифа Сталина до сих пор вызывает у многих трепет, но знаете ли вы, что знаменитый советский политический деятель любил ковбойские фильмы? Хотя Сталин ненавидел Америку и все, что с ней связано, у него была настоящая слабость к вестернам. Вождь советского народа смотрел эти фильмы, так сказать, для разгрузки мозгов, чтобы переключить фокус внимания и немного отдохнуть. 55. Все британские танки оборудованы для приготовления чая. Нет ничего хуже, чем нуждаться в горячем напитке и не иметь чайника. Вот почему все танки британской армии оснащены приспособлениями для приготовления чая. Это началось во время Второй мировой войны, потому что британские солдаты постоянно останавливались для перерыва на чай и попадали в ловушку нацистов. Поэтому танки были оснащены чайниками, чтобы можно было пить чай в дороге. 56. Наполеон не любил Францию. В юности Наполеон на самом деле был корсиканским националистом, а это означало, что он считал, что Корсика должна быть независимой и не подчиняться Франции или Италии. Значит, изначально Франция ему на самом деле совсем не нравилась. Но за время учебы император полностью изменил свои взгляды, став патриотом Франции. 57. Изюм – один из самых грязных продуктов на планете. Общеизвестно, что изюм – это просто сушеный виноград, но способы сушки винограда различаются. В некоторых случаях это сушка на солнце, хотя этот процесс может быть длительным. Искусственный свет и дополнительное тепло часто дополняют солнце и ускоряют высыхание. Сушка винограда привлекает насекомых и оставляет плоды незащищенными от грязи, песка и других частиц. Для борьбы с насекомыми многие компании используют пестициды, но они не всегда рассеиваются и смываются во время обработки. Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США, за 2020 год 99% отобранных и протестированных образцов изюма были заражены 2 или более пестицидами. 58. Томатные продукты содержат измеримое количество плесени. Да-да, в продуктах питания допускается определенное количество плесени, личинок, шерсти животных и повреждений насекомыми. Когда дело доходит до плесени, то используется метод микроскопического подсчета Говарда с использованием микроскопа для определения загрязнения плесенью на микроскопическом уровне. По научным данным, томатная паста и аналогичные продукты считаются удовлетворительными, если количество плесени находится ниже 40-45%. Некоторые консервированные и замороженные овощи и фрукты могут содержать определенный процент гнилых материалов от 5% до 7%, в то время как молотый орегано может содержать в среднем до 1250 фрагментов насекомых на 10 граммов, прежде чем он будет признан дефектным. Данные приведены для западных стран. 59. Продукты со вкусом ванили и малины с маленьким сюрпризом. Бобры производят кастореум, вещество, которое иногда используют в качестве пищевой добавки. Грызуны выделяют его из анальных желез и используют для пометки своей территории. Кастореум содержит ноты клубники, малины и ванили. Благодаря своей привлекательности кастореум можно использовать в парфюмерии, а также в пищевых ароматизаторах. Управление по контролю за продуктами и лекарствами считает его безопасным, но связанные с ним расходы привели к сокращению его использования. Как сообщается, в 2011 году 5 компаний, производящих ванильные ароматизаторы, заявили, что не используют кастореум. 60. Сырые устрицы все еще живы, когда их едят. Вполне возможно, что когда кто-то ест сырую устрицу, она недавно умерла, но скорее всего она еще жива. Употребление в пищу живой устрицы оптимизирует свежесть, вкус и плотность питательных веществ мяса и соков, содержащихся в раковине устрицы. Мертвые сырые устрицы подвергаются большему риску заражения вирусами и бактериями, которые могут оказать негативное влияние на ваше здоровье, хотя общий риск относительно невелик,
поэтому их предпочитают есть живьем. Ощущают ли устрицы боль, все еще остается предметом споров, что не позволяет некоторым людям есть этих моллюсков из этических соображений. 61. Большинство мармеладных конфет сделаны из говяжьего и свиного сырья. Желатин, используемый в желе, мармеладных конфетах, зефире и любых других аналогичных продуктах питания, обычно получают из продуктов животного происхождения, в частности из коллагена, содержащегося в плоти и костях свиней и коров. Когда коров и свиней забивают на мясо, остатки варят и превращают в студенистую субстанцию. Затем его ароматизируют, окрашивают и смешивают с сахаром, кукурузным крахмалом и другими ингредиентами, чтобы сделать сладости различных форм и размеров. Но не пугайтесь, существует желатин неживотного происхождения, и получается он из растительных камедий и экстракта морских водорослей. 62. Эти черные линии на креветках не вены. Креветки поедают живые и разлагающиеся водоросли, растения, червей и другие предметы, плавающие в воде рядом с ними, а иногда и экскременты других живых существ. Когда креветок ловят, убивают и продают потребителям, остатки их жизнедеятельности в еде все еще видны в том, что некоторые принимают за вены. В сырых креветках могут быть видны вены или артерии, а также нервы, но наиболее заметной веной на самом деле является кишечный тракт. Черное вещество – это фекалии. Не обязательно разделывать креветки перед употреблением, но если этого не делать, вкус самих креветок может измениться. 63. В арахисовой пасте может быть несколько волосков грызунов. Управление по контролю за продуктами и лекарствами утверждает, что арахисовая паста может содержать 30 и более фрагментов насекомых на 100 граммов. Кроме того, на 100 грамм арахисового масла допускается один волос грызуна. Банка объемом 340 граммов может содержать до 3 волосков грызунов. Купив банку объемом 1100 граммов арахисовой пасты достаточно, чтобы получить 11 волосков грызунов. 64. Бананы радиоактивны. Многие продукты радиоактивны, но бананы занимают первое место в этом списке из-за обилия калия, но по данным Агентства по охране окружающей среды, уровень радиации минимален, и чтобы фрукт нанес вред, вам потребуется съесть неимоверное количество бананов. Бразильские орехи, масляная фасоль, авокадо и картофель входят в десятку радиоактивных продуктов, но все они не опасны для человека при адекватном употреблении. 65. Вы едите ананас, а он ест вас. Ананас содержит бромелаин, вещество, расщепляющее белки, и когда вы едите ананас, фермент разъедает белки у вас во рту. Объедините это с кислотностью самого фрукта, и вы почувствуете покалывание, боль или даже жжение на языке или других частях рта. Ананасы являются единственными обладателями бромелаина двух разных типов. Тот, что находится в стеблях, переваривает белки лучше, чем тот, что обнаружен в мякоти. 66. Принглс не квалифицируются как картофельные чипсы. Принглс выглядят как картофельные чипсы, пахнут картофельными чипсами и даже по вкусу напоминают картофельные чипсы, но технически это не чипсы. Их рецепт включает в себя обезвоженный и обработанный картофель. Наряду с кукурузой, рисом и пшеницей, с разными вкусами и дополнительными добавками. Поскольку Принглс делается не из привычной картошки, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в 1975 году определило чипсы типа Принглс как продукт на основе сухого картофельного пюре. 67. Такой разный вой катушки. Электромагнитно-индуцированный акустический шум или вой катушки в Европе звучит иначе, чем в США. Американский электрический гул – это си-бемоль, тогда как европейский – это соль. Возможно, это связано с тем, что в Европе используются стандарты напряжения 220-240 вольт с частотой переменного тока в 50 Гц, а в США 100-127 вольт и 60 Гц соответственно. Не знаем, что вы будете делать с этой информацией, но уверены, что это является неочевидным фактом, в который сложно поверить с первого раза.
68. Ребенок из прошлого. Эмма Гибсон, замороженная в виде эмбриона в 1992 году, родилась в 2017 году у матери 1991 года рождения. В 1992 году эмбрион Эммы был заморожен до тех пор, пока его не усыновила пара Тины и Бена, которые не могли иметь детей. Таким образом, супруги выбрали 24-летнего эмбриона, замороженного в период, когда Тине самой было чуть больше года. 69. Почти безотходное производство. Благодаря эффективным процессам переработки, 75% всего алюминия, производимого в мире, все еще используется сегодня. 70. Розовая пантера. Мультсериал «Розовая пантера» был создан благодаря успеху персонажа в начальных и завершающих кадрах художественного фильма 1963 года «Розовая пантера». 71. Бедовый парень. Адольф Сакс был склонен к несчастным случаям. В детстве он упал с высоты 3 этажей, ударился головой о камень и считался мертвым, выпил кислотную воду, которую принял за молоко, проглотил булавку, получил серьезные ожоги от взрыва пороха и однажды упал на раскаленную чугунную сковороду и обжег бок. Несколько раз он избегал случайного отравления и удушья от сна в комнате, где сохла лакированная мебель. В другой раз юный Сакс получил удар булыжником по голове, упал в реку и едва не умер. Его мать однажды сказала: «Он ребенок, обреченный на несчастье, он не будет жить». Соседи называли его «маленький Сакс», «призрак». Но несмотря ни на что, он вырос и изобрел саксофон. А вы думали, в чью честь был назван этот музыкальный инструмент? 72. Вино с привкусом тяжелого металла. Древние римляне добавляли в вино ацетат свинца для улучшения цвета, вкуса и предотвращения брожения. Средний римский аристократ ежедневно потреблял до 250 микрограмм свинца. Некоторые римские тексты связывают хроническое отравление свинцом с психическим расстройством Нерона, Калигулы и других римских императоров. 73. Сохранившиеся нейроны. По крайней мере, у одной из жертв извержения Везувия в 79 году нашей эры был обнаружен остеклованный мозг. Другими словами, мозг римлянина превратился в стекло из-за влияния жгучих температур и даже сохранил в себе нейроны. 74. Опасная гигиена. До 1930-х годов было небезопасно пользоваться туалетной бумагой и был риск порезать деликатные места. Так, например, в Китае для производства туалетной бумаги использовалась рисовая солома, так как тогда это был очень дешевый материал для изготовления бумаги. 75. Биохазард. Символ биологической опасности изначально ничего не символизировал и ни к чему не относился. То есть этот символ был создан без всякой подоплеки и смысла, и только потом его решили использовать для обозначения опасности. Это просто форма, которая была выбрана как симметричная, а еще ее трудно с чем-либо спутать и легко запомнить. 76. Малышка в теле взрослого. Брук Гринберг, покинувшая этот мир в 2013 году, страдала от неизвестного науке редкого заболевания, из-за которого ее психическое и физическое развитие соответствовало годовалому ребенку, несмотря на то, что на момент смерти ей было 20 лет. 77. Не просто вещь, а прерогатива богатых. Пуговицы на женских рубашках находятся с левой стороны, потому что в XIII веке богатых женщин одевали их служанки, и таким образом им было легче их застегивать. 78. Кровожадный Тимон. Исследование 2016 года показало, что сурикаты являются наиболее жестокими млекопитающими, которые проявляют кровожадность к представителям своего вида. С 20% всех сурикатов безжалостно расправились другие сурикаты, чаще всего это их матери, сестры или тети. 79. Не имеете права. В скобках «имеете». Названия песен не могут быть защищены авторским правом. Вы можете именовать свою песню уже использованным названием, и вам никто не может запретить этого сделать.
80. Важность ремней безопасности. 98% пассажиров, попавших в ДТП в Дубае, не были пристегнуты ремнями безопасности. Как сообщается, там просто не принято пользоваться этой важной мерой безопасности. Я жил на Ближнем Востоке, и если вы пристегнете ремень безопасности, когда за рулем араб, вы с таким же успехом можете плюнуть ему в лицо и накричать на него. Если вы пристегиваетесь, будучи водителем, это означает, что вы трус, не верящий в себя и в Бога. Я буквально ехал с тунисским таксистом, он вел машину как грёбаный маньяк, который отвел взгляд от дороги, протянул руку и расстегнул мой ремень безопасности. После того, как я пристегнул его посреди поездки, поделился своим опытом один из пользователей. Хотим обратить ваше внимание, что необходимо обязательно пристегиваться в автомобиле ремнем безопасности, это может спасти вашу жизнь. 81. Толстый и тонкий. Наименее тучными людьми в мире являются жители Вьетнама. Уровень ожирения в этой стране составляет всего 2,1%, что ниже, чем в Уганде, 5,3%, и значительно ниже, чем в США, 41,9%. В то же время исследование 2022 года показало, что доля лиц с ожирением в России достигла 30%, это около 40 миллионов человек. 82. Нежные гиганты. Слоны умеют мурлыкать, как кошки. Слоны могут общаться между собой на больших расстояниях с помощью недоступных человеческому уху звуков очень низкой частоты, менее 20 Гц. Люди практически не могут слышать эти звуки, так как 20 Гц – это самый низкий порог в диапазоне распознаваемых человеческим ухом звуков от 20 до 20 тысяч Гц. Однако мы можем слышать самые высокочастотные гармоники из издаваемых слонами инфразвуков, и именно их люди принимают за мурчание. 83. Почти вечная жизнь. Аллигаторы и крокодилы не стареют биологически, они не умирают от старости, а делают это от голода или болезней. В 1990 году было введено понятие «пренебрежимое старение», которое означает, что у некоторых видов животных очень сложно проследить темпы старения, то есть невозможно визуально наблюдать признаки этого самого старения. У разных животных механизм подобия бессмертия работает по-разному, например, морские окуни продолжают расти на протяжении всей жизни, а в случае с крокодилами у них просто чрезвычайно медленный метаболизм. 84. Один из самых больших живых организмов в мире. Существует целый лес, состоящий лишь из одного дерева. Этот единый живой организм называется панда и находится в штате Юта, США. Но как же одно дерево может считаться лесом? Дело в том, что по факту это одна большая колония тополя осинообразного с общей корневой системой. Колония деревьев занимает площадь в 43 гектара, а вес растения оценивается в 6000 тонн. Это самый тяжелый из известных организмов, которому примерно 80 тысяч лет. Не менее интересным является факт открытия панда. В 1968 году ученый Бертон Барнс заметил, что все деревья, входящие в колонию, ведут себя одинаково. 85. Пикантная деталь. На съемках фильма «Звездный десант» актеры заявили, что согласятся сниматься в сцене принятия совместного душа только в том случае, если режиссер Пол Верховен разденется вместе с ними. Под раздачу также попал и оператор Йост Вакана, но так как он родился в нудистской колонии, то для него это не было проблемой, ровно как и для самого Пола Верховена. Благодаря целеустремленности режиссера данная сцена все-таки увидела свет, разумеется, только в изданиях на видеокассетах и DVD. 86. Хитрый способ подбора оттенка помады. Цвет ваших сосков точно соответствует вашему идеальному цвету губ. Независимо от расы, соски всегда имеют оттенок на 1-2 тона глубже, чем кожа вокруг них, и это идеальный цвет для помады. Поэтому, если вы не знаете, как подобрать идеальный оттенок, просто загляните себе под футболку. Однако не рекомендуется делать это в магазине косметики, иначе вас неправильно поймут.
Также не стоит рассказывать всем о своем принципе подбора помады, так как после этого мужчины будут смотреть на ваши губы совсем по-другому. 87. Самый крупный производитель самых маленьких шин. Лего является самым крупным производителем шин в мире. Но есть один нюанс – это маленькие шины, предназначенные для игрушечных конструкторов. Конечно, имеется в виду общее количество произведенных шин. С 2011 года Лего занесена в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший в мире производитель шин, коих в 2010 году компания умудрилась произвести 381 миллион. Больше о рекордах Гиннесса вы сможете узнать из нашего отдельного видео «150 самых безумных рекордов Гиннесса», которые невозможно повторить. 88. Ароматные опилки. Молотая корица технически представляет собой опилки. Если вы не поняли, то корица – это высушенная кора растения рода коричник. Кроме того, настоящие цейлонские коричные деревья, Cinnamomum verum, произрастают на Шри-Ланке. Однако большая часть потребляемой корицы на самом деле производится из китайских коричных деревьев, Cinnamomum cassia, произрастающих в Южном Китае или из других родственных видов. Технически это все та же корица, но различия все-таки есть. Как сообщается, Cinnamomum verum на вкус немного ярче и слаще, а если съесть слишком много резкой Cinnamomum cassia, то это может вызвать аллергические реакции и даже отравление, так как китайский вид является канцерогенным, содержа в себе альдегид. Отличить кору этих деревьев довольно просто. Кора цейлонской корицы всегда закручивается с двух сторон, в то время как китайская кассия закручивается либо с одной стороны, либо не закручивается вообще. 89. Петушиная песня. Когда петух кукарекает, он частично затыкает свои слуховые проходы, чтобы не оглушить себя громкими криками. У людей тоже есть система приглушения звука, за действие которой отвечает самая маленькая мышца в нашем организме – стременная. Наше тело имеет встроенную систему защиты от действительно громких шумов, включая звук нашего голоса. Когда вы говорите, стременная мышца в среднем ухе заглушает звук нашего собственного голоса, чтобы мы не страдали от него. Именно поэтому наш голос в записи звучит не так, как мы слышим его сами. 90. Это была бы отличная идея для ситкома. Между 1913 и 1914 годами Зигмунд Фрейд, Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, император Франц Иосиф, эрцгерцог Франц Фердинанд и Лев Троцкий жили в Вене в пределах 4 километров друг от друга. Как сообщается, на тот момент им было Фрейду 57 лет, Гитлеру 24 года, Сталину 35 лет, Францу Иосифу 83 года, Фердинанду 50 лет и Троцкому 34 года. Нам остается только догадываться, как мог бы называться этот ситком, например, Вена 90210. Вот как выглядело расположение их резиденций. Просто осознайте, в какой-то период времени Сталин и Гитлер жили друг от друга примерно в 4 километрах. Кстати, Сталин прожил в Вене 1 месяц, где он отдыхал от нервной и опасной жизни политического подполья. 91. Зеркало души. Ваша иммунная система не знает, что у вас есть глаза. Этот орган человеческого тела имеет уникальные отношения с иммунной системой организма и наделен так называемой иммунной привилегией. Простыми словами, это привилегия, которая дается некоторым частям тела, чтобы в тех не возникал воспалительный иммунный ответ при появлении чужеродного тела. Еще в середине 20 века английский биолог Питер Медавр обнаружил, что внедрение чужеродной ткани в области глаза не вызывает разрушительной реакции. Если бы у глаз не было иммунной привилегии, то воспалительный процесс мог бы нарушить прозрачность роговицы, приведя к врастанию кровеносных сосудов в ткань глаза. Если бы это произошло, то мы бы стали видеть все очень плохо. Помимо глаза иммунной привилегией обладают мозг и матка. 92. Финский допинг. Был такой финский солдат Айма Кайвунин, который прибыл в составе разведывательного отряда на Советско-финский фронт 16 марта 1944 года
но был вынужден спасаться бегством, как только заприметил советские войска. Солдат принял сразу 30 таблеток одного, ныне запрещенного вещества, учитывая, что принимать за раз разрешалось не более 6 штук. Кстати, это количество было выдано на весь отряд. Как сообщается, он мог сделать это по ошибке, из-за волнения, или ему просто было неудобно открывать упаковку в варежках. Впав в метамфетаминовый бред и испытывая галлюцинации, финский солдат стал блуждать по лесу на лыжах, пройдя в общей сложности 400 километров. Айма просто не мог остановиться. Все это время он питался только сосновыми почками и съел одну сибирскую сойку, которую смог поймать и съесть в сыром виде. Солдат приметил экипаж немецкого самолета, который обратил внимание на сгоревшую землянку, где Айма наступил на мину. После доставки солдата в госпиталь, медики отметили, что на тот момент у него был пульс под 200, и он весил всего 43 килограмма. Айма выжил и мирно скончался в возрасте 71 года. 93. То, что вы не знали о стрекозах. Личинки стрекоз, именуемые нимфами, дышат через задний проход. А еще, чтобы ускориться, личинка стрекозы выталкивает из прямой кишки струю воды, которая служит подобием реактивного двигателя. Знаете еще какое-нибудь животное, которое передвигается реактивным способом, используя для этого собственный зад? 94. Огромные морские существа. Синий кит является самым большим и самым тяжелым современным животным. Он настолько большой, что по его венам мог бы плавать младенец. Его длина достигает 33 метра, а масса может значительно превышать 150 тонн. Сердце синего кита самое большое в мире, а диаметр спинной аорты достигает 40 сантиметров. Интересный факт: только один язык синего кита весит до 4 тонн. 95. Дополнительные коготки. У большинства кошек, как и положено, по одной подушечке на каждом пальце, что в общей сложности составляет 20 подушечек на всех 4 лапах. Однако котики с полидактилией имеют дополнительные пальцы, а соответственно и дополнительные подушечки. На самом деле полидактилия встречается у всех животных, но у кошек она проявляется особенно часто. Это никак не мешает им в жизни, но зато самую малость мешает их владельцам, так как приходится стричь больше когтей. Когда-то полидактильные кошки очень ценились среди моряков, и не только потому, что дополнительные пальцы с когтями позволяли им более крепко стоять на палубе и помогали в охоте на корабельных крыс, более крепкий хват, но также считалось, что они просто приносят удачу. 96. Есть страна, в которой больше пирамид, чем в Египте. В Судане 255 пирамид, а в Египте 118. Да, мы шокированы не меньше вашего. Пирамиды в Судане принято называть нубийскими, так как они были построены на территории древнего государства Нубия, где сейчас находится территория современного Судана. Собственно, пирамиды в Нубии, Судане, стали строить только спустя 800 лет после того, как египтяне перестали строить свои. 97. Снежинка размером с пиццу. Согласно книге рекордов Гиннесса, однажды в штате Монтана упала снежинка диаметром 38,1 см и толщиной 20,3 см. Это произошло в 1887 году, так что есть большая вероятность, что она уже растаяла. Как снежинка могла вырасти такой большой? Дело в том, что при слове «снежинка» мы представляем себе нечто кружевное и симметричное, как на фото выше, но подавляющее большинство снежинок не такие красивые. Дело в том, что падая из облаков, снежинки опускаются с разной скоростью, поэтому они сталкиваются друг с другом, слипаются и долетают до земли уже комковатыми и имеют разную форму. 98. Не сморкайтесь в Японии. Но во всяком случае, не на публике, так как это действие считается там крайне неприличным. Если в Японии вы подхватили простуду или заприметили у себя признаки аллергии, считайте, что вам крупно не повезло. В стране восходящего солнца принято сопеть, чихать в руку или одежду, но только не сморкаться. 99. Микки Мауса изначально звали совсем иначе.
В 1920-х годах Уолт Дисней называл своего легендарного грызуна Мортимером. Но жена мультипликатора подумала, что его идея заслуживает более броского имени, поэтому он сменил его имя на Микки. Однако имя Мортимер не пропало даром, а досталось сопернику Микки Мауса. 100. Уникальный нос. Нос каждой собаки имеет уникальный набор складок, как отпечаток пальца человека. Однако все они одинаково способны унюхать лакомство за километр. 101. Самый маленький динозавр. Самым маленьким из существовавших на Земле динозавров считается микрораптор. Это был пернатый динозавр с 4 крыльями, длиной до 77 сантиметров, что примерно равно размеру вороны. Причем это были не 4 крыла и лапы, а 2 крыла и 2 лапы, на которых тоже были расположены крылья. Идеальный размер для домашнего животного, которого можно было завести несколько миллионов лет назад. А вы знали, что курицы имеют гораздо больше общего с динозаврами, чем крокодилы? 102. Зрелые апельсины на самом деле зеленые. Большинство апельсинов, растущих в южных субтропических регионах, с длинным световым днем зеленые. Зеленая кожура означает, что она наполнена хлорофиллом, пигментом, необходимым для фотосинтеза, который позволяет растениям преобразовывать солнечный свет в энергию. Исследования показали, что покупатели отдают предпочтение оранжевым апельсинам, поэтому после сбора зрелых зеленых плодов их обрабатывают этиленом, из-за чего хлорофилл в кожуре разрушается, придавая фрукту его знаменитый цвет. 103. Первый 3D-фильм вышел почти столетие назад. Хотите верьте, хотите нет, но первый 3D-фильм был выпущен в 1922 году. Картина «Сила любви» была показана зрителям в Лос-Анджелесе благодаря кинематографисту Роберту Элдеру и продюсеру Гарри Фейреллу. Фильм снимали с помощью 2 киносъемочных аппаратов, а в кинотеатре его показывали 2 кинопроекторами. К сожалению, фильм показали только участникам съемки и прессе, которые смотрели его через анаглифные очки с пленками красного и бирюзового цвета. Из-за малого количества посмотревших, фильм не снискал успеха и на данный момент считается потерянным. 104. Сахарную вату изобрел дантист. Несмотря на то, что это сладкое лакомство довольно вредно для зубов, дантист по имени Уильям Моррисон изобрел сахарную вату в 1897 году вместе с кондитером по имени Джон Уортон. В 1904 году они продали 68 655 коробок сахарной ваты на Всемирной выставке в Сент-Луисе, где они представили ее как нить феи. Продавали по 25 центов за коробку. Интересно, сколько тогда стоил сахар? 105. У космоса есть запах. По словам космонавтов, в космосе пахнет нагретым порохом, раскаленным металлом, углем, озоном, сварочным дымом, чуть подгоревшим стейком или таким же подгоревшим миндальным печеньем. Как космонавты могли ощутить запах, если все время они находятся либо в скафандре, либо на борту корабля? Все просто, они ощущали его в шлюзовой камере космического корабля. После выравнивания давления и подачи кислорода, космонавты снимали шлемы и ощущали необычный аромат. 106. На поварском колпаке ровно 100 складок. Считается, что 100 складок на поварском колпаке означает умение шеф-повара приготовить яйцо сотней различных способов. Это как бы должно символизировать высочайшее мастерство повара. Мы составили список примерно из 10, а затем сдались. Некоторые историки говорят, что чем выше поварской колпак, тем опытнее шеф-повар. 107. Кроликов не тошнит. Именно так устроены ушастые грызуны. Из-за своей диеты и кардиального сфинктера, препятствующего обратному выходу корма из желудка, кроликов физически не может тошнить. Природа кроликов такова, что в нормальных условиях их желудок всегда должен быть наполнен пищей. 108. Дельфины спят с одним открытым глазом. Наши морские приятели делают это, чтобы отдохнуть и при этом не упускать из виду хищников. Вот удивительный факт: левое полушарие их мозга спит, когда их правый глаз закрыт и наоборот. Это называется однополушарным сном.
109. Прозрачные животные. У стеклянной лягушки кожа на животе просвечивает настолько, что через нее можно рассмотреть все органы. А спина и некоторые кости зеленые. Такая расцветка позволяет отлично маскироваться в джунглях. У бабочки-стекляницы роскошные прозрачные крылья. Из-за цветной каемки они похожи на маленькие окошки. Существует такой вид жуков Эспидоморфа милитарис или жук-черепашка. Оранжевое тельце этого насекомого прячется под большими прозрачными крыльями, словно под щитом. 110. Муравьи-воришки. Муравьи небольшие насекомые, а муравей-вор совсем крошка. Рабочие муравьи этого вида едва достигают 2,5 мм и ловко этим пользуются. Муравьи-воры строят свой уютный домик по соседству с гнездом других муравьев. Рабочие прокапывают тончайшие ходы к соседям и таскают у них яйца и мелких личинок себе на ужин. А королева поджидает их дома. Как только появляются соседи-охранники, мелкие воришки быстро убегают по своим крошечным тоннелям, в которые большим муравьям никак не пролезть. 111. Кролики едят собственные какашки. Тот, кто держит дома кроликов, наверняка заметил, что зверьки съедают часть своих какашек. Делают они это потому, что не усваивают из пищи необходимые питательные вещества с первого раза. Частицы, которые не перевариваются в организме, становятся твердыми маленькими экскрементами-катышками. Их кролики не трогают, но помимо них зверьки производят и мягкие какашки. Их-то кролики и съедают незамедлительно. В первый раз мягкие экскременты перерабатываются в слепой кишке, но в них остается еще много питательных веществ. Только после того, как пища второй раз пройдет через кишечник, все необходимые организму вещества усвоятся. А если кролик не будет есть мягкие какашки, он может умереть от недоедания. 112. Уши вместо мобильного. Слонам не нужен мобильный телефон, чтобы поговорить друг с другом. Они производят хоботом и горлом низкие звуки, которые не в состоянии уловить человеческое ухо, зато слышат сородичи. Эти звуки разносятся в радиусе 5 километров. Слоны рассказывают друг другу, где можно найти вкусную еду, или предупреждают, что поблизости враг. Мирно пасущиеся слоны могут почувствовать вибрацию от топота бегущего стада других слонов, даже если между ними десятки километров. Получив такой сигнал об опасности, слоны начинают вести себя осторожнее. 113. Язык в полметра. Большим животным нужно много есть, и в этом нет ничего удивительного. Но у жирафа слишком маленький череп, челюсти и зубы, чтобы отправлять в желудок достаточное количество пищи. К счастью, у животного большие губы и длинный-предлинный язык. Язык жирафа может вырасти до полуметра в длину. То есть животное запросто достает соринку из собственного уха. Такой язык нужен, чтобы обрывать с деревьев листья. Он очень жесткий и грубый, и потому жирафу совсем не больно поедать колючие ветки любимой акации. Цвет языка синий. Так природа защищает его от солнечных лучей. Ведь жирафы проводят много времени с высунутым языком, и синий цвет для него как крем от загара. 114. Рыбы на дереве. Лабиринтовые рыбы, к которым относится рыба-ползун, научились жить в воде, бедной кислородом. Они даже обзавелись особым дыхательным органом-лабиринтом, который находится у них на голове, между глаз. Рыбы вдыхают воздух над поверхностью воды и сжимают его в лабиринте. Из сжатого воздуха ползуны получают кислород и строят сетки из пузырьков, в которые откладывают икринки. Люди находили живых рыб даже на вершинах деревьев, поэтому думали, что ползуны сами карабкаются вверх по стволам и веткам. Но в 1927 году один сообразительный исследователь выяснил, что рыбы попадают наверх не по своей воле. Из-за того, что они часто плавают у поверхности воды, их ловят птицы. Они прячут добычу среди ветвей, чтобы съесть попозже, а потом забывают об этом. Поскольку ползуны могут долго обходиться без воды, они еще несколько дней живут на деревьях. Рыбы-ползуны могут самостоятельно переползать из одного водоема в другой. Чаще всего это происходит во время засухи, когда родное озеро мелеет.
Обычно на поиски воды отправляется сразу несколько рыб. 115. Умелый лучник может заставить стрелу обогнуть объект. Английские и арабские исторические источники согласно утверждали, что талантливые лучники умели пускать стрелу по дуге, под углом и даже заставляли ее описать полукруг, чтобы поразить цель за спиной стрелка. Современные мастера лука проверили эти утверждения, оказалось, что это действительно возможно. Истинно великий лучник может попасть даже в цель, которая находится сзади него за спиной, его стрела просто опишет дугу в 180 градусов. 116. На Южном полюсе нет времени. Поскольку на Южном полюсе сходятся все меридианы, он не принадлежит ни к одной временной зоне. На исследовательских станциях в Антарктиде время согласуется со временем страны, которой принадлежит станция, и в двух соседних зданиях оно может различаться на несколько часов. 117. Сандра Буллок чуть не стала Нео. Продюсеры так долго искали подходящего актера на роль главного героя «Матрицы», что в отчаянии чуть не заменили его героиней, которую должна была сыграть Сандра Буллок. 118. Ученые сумели скрестить козу с пауком. Профессор из США Рэнди Льюис ввел козе ген паука. В результате в козьем молоке стало намного больше белка, из которого, подоив козу, можно прясть нити не менее прочные, чем паутиные. 119. На Бурдж-Халифа можно видеть 2 заката в день. Самое высокое здание в мире так велико, что если вы посмотрите на закат на первом этаже, а затем подниметесь на верхний, вы сможете увидеть закат еще раз с самого начала. 120. Елизавета II подавала сумочкой тайные знаки. Елизавета II использовала свою сумочку, чтобы дать знать слугам и помощникам о своих намерениях. Если она перекладывала сумочку из руки в руку, значит, она закончила разговор с собеседником, и его нужно вежливо проводить. Если же она хотела резко оборвать беседу, она ставила сумочку на пол. 121. В океане есть космическое кладбище. На юге Тихого океана есть точка Немо, самая дальняя точка от суши. Именно сюда направляют с орбиты отслужившие свое космические аппараты. Здесь же на дне океана покоится станция «Мир». 122. Брокколи – создание человека. Капусты брокколи никогда не существовало в природе, ее вывел человек после многих столетий селекционной работы с разными видами капусты, впервые начатой в VI веке до нашей эры. 123. Высокие каблуки раньше носили мужчины. Первыми обувь на каблуках начали носить всадники персидской кавалерии в X веке до нашей эры. Каблуки помогали им удерживать ноги в стременах. 124. Существуют датчики дыма для глухих. Человек, не имеющий слуха, не услышит пожарную сирену. Японские ученые, решив помочь глухим, изобрели датчик, который реагирует на дым не только сиреной, но и струей пара с экстрактом едкого васаби, аромат которого поднимет на ноги любого спящего. 125. Орехов меньше, чем кажется. Арахис, грецкий орех, миндаль, кешью и фисташки по ботанической классификации не орехи, а семена. 126. У броненосцев действительно крепкий панцирь. Броненосцы получили свое имя не зря, их панцирь действительно способен отражать пули. Известен даже случай, когда охотник сам получил тяжелое ранение, выстрелив в броненосца, пуля, отрикошетив, попала ему в челюсть. 127. Сахара лишь на четверть покрыта песком. Сахара – это вовсе не бескрайние песчаные пространства. Большая ее часть покрыта галькой, гравием, камнем, значительную часть также занимают горы и еще кое-какую – оазисы. 128. Сахара – не самая большая пустыня в мире. По географической классификации, самая большая пустыня в мире – Антарктика. Площадь Сахары – около 9 миллионов квадратных километров, а Антарктики – больше 14 миллионов. 129. До 2015 года в Японии
были запрещены ночные танцевальные заведения. Соответствующий закон был принят в 1948 году, поскольку ночные танцевальные заведения в то время стали центром противозаконной деятельности в городах. Впоследствии на долгие годы о нем просто забыли и отменили только в 2015. 130. В Токио есть Йош-кафе. Здесь за 1000 йен вы можете не только выпить кофе, но и потискать симпатичных ежиков. 131. Гладиаторами бывали и женщины. Гладиаторов женщин называли гладиатрисами, они точно так же, как и мужчины, бились друг с другом на потеху толпе. Их было не так уж мало, а вот свидетельств об их личностях и их жизни почему-то почти не сохранилось. 132. Акула может прожить до 500 лет. Гренландская акула может прожить до 500 лет. Особи этого вида достигают сексуальной зрелости лишь к 150 годам. 133. В Калифорнии научились извлекать электричество из снега. Устройство, придуманное калифорнийскими учеными, содержит отрицательно заряженный силикон, который притягивает положительно заряженные снежинки, из-за чего возникает статический электрический эффект, который перерабатывается в электроток. 134. Собака способна выучить до 250 слов и жестов. По мнению ученых, интеллект взрослой собаки примерно соответствует интеллекту двухлетнего ребенка. 135. Сегодня наше тело почти полностью состоит из атомов, отличающихся от тех, что были год назад. Только представьте, всего 1 год требуется для замены 98% атомов в нашем организме. По сути, ежегодно каждый из нас становится новым человеком. 136. Усредненный цвет Вселенной бежевый. В 2002 году группа ученых из Университета Джона Хопкинса определила, что Вселенная имеет бежевый оттенок. Этот цвет астрономы назвали космическим латте. Это открытие было сделано в результате усреднения цветов всех источников света из наиболее многочисленных наборов галактик. 137. Барак Обама получил больше премий Грэмми, чем Кэти Перри. Грэмми, как известно, премия музыкальная. И трудно представить, какое отношение к церемонии имеет экс-президент США. Но у Барака Обамы есть целых 2 награды в категории «Лучший альбом разговорного жанра» за его мемуары, в то время как у Кэти Перри только номинации. Даже у Джимми Картера и Билла Клинтона больше Грэмми, чем у Кэти Перри. 138. Словосочетание «безумный шляпник» могло появиться из-за того, что раньше для изготовления шляп использовалась ртуть, отчего у шляпников были странные симптомы. Хотя происхождение термина предмет горячих споров, факт остается фактом. Многие шляпники XIX века использовали ртуть в процессе своей работы. В результате длительного воздействия химического вещества на организм у некоторых из них развивались симптомы ртутного отравления, мышечные судороги, снижение когнитивной функции и другие эффекты, которые можно было спокойно принять за безумие. А сама фраза «безумный как шляпник» использовалась за много лет до создания «Алисы в стране чудес» Льюисом Кэрроллом, поэтому гипотеза выше вполне вероятна. 139. Если бы пчелам выплачивали минимальную заработную плату за их труд, банка меда стоила бы $182 тысячи. Среднестатистическая пчела производит около 1/12 чайной ложки меда за все время своей жизни, которая обычно составляет в среднем 120-150 дней. Активность насекомых приходится на определенные сезоны года, а сбор нектара особью начинается только через 22 дня после ее рождения. Если принять во внимание все эти факты и платить пчелам за их труд, то мед будет обходиться нам намного дороже. 140. Между убийствами Линкольна и Кеннеди есть несколько странных сходств. Линкольн был избран в Конгресс в 1846 году, а Кеннеди в 1946. Линкольн стал президентом в 1860 году, а ровно 100 лет спустя, в 1960 году, президентом был избран Кеннеди. Оба были убиты в пятницу выстрелом в голову в присутствии жен.
преемники президентов носили фамилии Джонсон. Эндрю Джонсон, преемник Линкольна, родился в 1808 году, а Линдон Джонсон, преемник Кеннеди, в 1908. Убийца Линкольна Бут убил президента в театре и скрывался в амбаре, складе, а убийца Кеннеди Освальд стрелял в президента из книгохранилища и скрывался в кинотеатре. Конечно, вероятно, все это просто совпадение, но это не делает их менее жуткими. 141. Морковь не всегда была оранжевой. И это не шутка, она была фиолетовой, желтой и белой. А в привычном нам виде появилась лишь в XIV веке, когда овощ был выведен голландцами с использованием мутации семян североафриканской желтой моркови. 142. Мы никогда ни к чему не прикасаемся. На атомном уровне, разумеется. Из-за структуры и состава атомов, законов квантовой физики и отрицательного заряда электронов электроны в наших телах никогда не касаются других отрицательно заряженных частиц. Они лишь приближаются друг к другу на максимально близкое расстояние. 143. Если два ребенка были зачаты в одно и то же время, но один из них родился на 2 месяца раньше срока, он будет на 2 месяца старше другого. И это даже несмотря на то, что они одновременно развивались в утробе матерей. Аналогично, если ребенок родился в США одновременно с ребенком в России, у них может быть разная дата рождения, несмотря на то, что они родились в один и тот же момент. 144. Разница между 1 миллионом и 1 триллионом секунд составляет более 30 тысяч лет. 1 миллион секунд равен 11,5 дням. 1 миллиард секунд – это 31 год. А 1 триллион секунд – это 31 710 лет. Почти все в этом мире можно посчитать. 145. Факт, что Луна с Земли выглядит почти такого же размера, что и Солнце во время солнечного затмения – поразительное космическое совпадение. В действительности размер Солнца – радиус около 696 тысяч километров, в 400 раз превышает размеры Луны, радиус 1737 километров, и приблизительно настолько звезда дальше от нас и нашей планеты же. Именно поэтому размеры двух небесных тел совпадают в наших глазах, когда мы наблюдаем за полным солнечным затмением. 146. Джон Тайлер был 10-м президентом США. Он родился в конце 1700-х годов, но двое его внуков наши современники. Когда Джону Тайлеру было 63 года, у него родился сын, у которого также были дети в более позднем возрасте. Именно поэтому внуки Тайлера наши современники, даже несмотря на то, что Тайлер родился примерно через 20 лет после подписания Декларации независимости США в 1776 году. 147. Джимми Хендрикс и Георг Гендель жили по соседству друг с другом. Если игнорировать временной фактор, промежуток в несколько веков, то гитарист Джимми Хендрикс фактически был ближайшим соседом классического немецкого композитора Джорджа Генделя в Лондоне. Мемориальные доски украшают соседние квартиры. Хендрикс жил по адресу на Брук-стрит, 23, а Гендель в соседнем доме. 148. В Эрмитаже Санкт-Петербурга так много кошек, что при музее работает хранитель животных и их пресс-секретарь. Кошки намеренно содержались в Зимнем дворце с момента его основания для ловли крыс и мышей. С тех пор животные стали неотъемлемой частью жизни одного из самых известных музеев России и Европы. При Эрмитаже функционирует клуб друзей эрмитажных котов, в котором есть должности главного хранителя животных, пресс-секретаря, который изучает их историю, и лечащего врача. 149. Технически, во Франции больше часовых поясов, чем в любой другой стране. Если учитывать морские территории Франции, например, французскую Полинезию и острова Уоллис и Футуна, то на всей земле, принадлежащей Франции, находится 12 различных часовых поясов. Всего лишь на один больше, чем у нашей страны. 150. Сыр Филадельфия на самом деле не из Филадельфии. В 1872 году молочник Вильям Лоуренс из города Честер, штат Нью-Йорк, приготовил мягкий сливочный сыр.
а в 1929 году Арнольд Рубен дал ему название Филадельфия в честь города, который славился своей едой. Так появился бренд сыра, который мы хорошо знаем и сегодня. На этом я бы хотел закончить это видео со 150 неочевидными фактами, в которые сложно поверить с первого раза. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. В фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса», когда Артур Уизли ведет Гарри в Министерство магии, на входе в телефонную будку он набирает код 62442. В начале фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса» Артур Уизли ведет Гарри в Министерство магии через вход в телефонную будку. Чтобы активировать его, Артур вводит на панели код 62442. Если посмотреть на буквы рядом с цифрами, получится слово «магия» – «magic». И еще один неочевидный факт из сферы кинематографа в качестве бонуса. Тоби Магуайр, Питер Паркер, в фильме «Человек-паук» делал трюк с подносом без дублеров. Помните эту сцену в фильме «Человек-паук» 2002 года? Никакой компьютерной графики, Тоби Магуайр, Питер Паркер, сам поймал все вещи под носом после 156 дублей. Чтобы облегчить задачу, поднос крепился к руке с помощью клея. Вот такими у нас получились 150 неочевидных фактов, в которые сложно поверить с первого раза. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, знали ли вы бонусный факт, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.